Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии замечательные, за ваши подписки, за ваши лайки. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Каких мужчин я притягиваю и почему? Для начала сделаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификации, вы понимаете, сигнификация больше похожа на мою подружку Свету. Да, очень на нее похожа. Значит, у вас появился шанс отправить ей это видео. Пусть она тоже узнает, каких же мужчин она притягивает и, собственно, почему она их притягивает. Итак, какая девочка пришла ко мне на расклад? Какая вы? Ух, вот это у нас в темечко прям шандарахнула молния. И это молния любовь называется, да? Любовь накрыла с головой. Так. Сейчас вспомнила Мастер и Маргарита, да, Булгаков как писал. Любовь выскочила из-за угла, да, и попала в сердце, по-моему. Ну, что-то такое, там интересная такая фраза, там, где Маргарита шла с тревожными желтыми цветами в руках. И любовь выскочила. И поразила их обоих. Ладно, это лирическое отступление. Так, надо перечитать. Интересно, как там дословно было. Итак, мой хороший, какая девочка пришла на расклад? Постоянно уже у меня выходит во время сигнификации карта звезда. В первую очередь 1000 раз повторяю интеллект. Все у вас в порядке с интеллектом? Вы мне сейчас напишите, я не сомневалась. Интеллект выше среднего, наличие талантов. У кого-то прям ощущение того, что есть призвание, миссия, как бы пафосно это ни звучало. Вы ведомы какой-то мечтой. Так, внешне привлекательно. Некоторые могут считывать внешне вас, если близко с вами не познакомиться, не прокоммуницировать близко. Первое впечатление может быть надменное, холодное, с короной на голове, цену себе знает. Кто-то наоборот скажет, не сложит себе цену никак. Так, интересно, тут как-то... Женщина, ну это всего лишь как обман. Обман это вот это, какой-то, может быть, даже кто-то между собой там вас обсуждает, там, не знаю, не высокомерие, а вот как какое-то такое, дистанция, холодок, такой, как будто бы на вытянутую ручку. Не спешите людей к себе приближать. Но я думаю, это защитная реакция. На самом деле тут показано сердце. Женщина умеет любить, умеет быть благодарна, я бы даже сказала. Но тут вот какая-то история у вас в жизни была. Ну, я не удивлю никого, наверное, для многих это характерно. Тут я же говорю, как эта любовь как на вас могла обрушиться в одно мгновение. Кто-то мне напишет, я этого не спросила, не ждала, допустим, встретила какого-то мужчину. И в один момент могло быть вот так вот, как снежный ком, оно все закрутилось, это любовь. Где-то для кого-то это прям кара небес, потому что, видите, тут на карте она сродни мне как высший суд, похоже. Тут молния пронзает этого мужчину. То есть и для вас могла быть какая-то любовная история, и по факту вы говорите, боже мой, это как наказание какое-то. Эта любовь, она роковая, не роковая, но какая-то любовь, может, очень для вас непростая история, скажем так. Нет тут каких-то здоровых, в прямом смысле, каких-то гармоничных отношений, связанных с этой любовью. И не вижу тут какого-то хэппи-энда. Тут как будто бы, с одной стороны, есть благодарность за то, что вы понимаете, может быть, я испытала такие эмоции, чувства. Там 1000 женщин всю жизнь живут и этого не могут испытать. С другой стороны, тут обратная сторона. Да, извините, тавтология есть. Это же болезненно также могло быть. Могло быть ощущение при встрече с каким-то мужчиной, да, что я его ждала всю свою жизнь. Вот это он, именно он. Или он мне может дать какие-то такие эмоции. Больше я ни с кем таких не испытывала. Это тоже. Но я не знаю, это один и тот же тут дальше у меня прослеживается. Какой-то мужчина, девочки, вампир. И карта треугольников.
Может, вы не свободны, может, он не свободен, может, кто-то из вас недоразведен, да, такое тоже бывает, какие-то еще параллельно незаконченные взаимоотношения, или формат ваших взаимоотношений не совсем ясен. Карта вампир мне говорит о том, что мужчина скорее привык больше брать, больше приспосабливаться, где удобнее, тот и форматы выбирает. Где-то может даже какие-то аэродромы запасные иметь, как вариант, да, почему вот эти треугольники, почему? Ну, где-то как-то мне показано, что вот такой мужчина, ну, потребитель больше. Так, и в конце карты ангел мы смотрим на вас. Я не знаю, кто тут ангел, но вряд ли вампир будет ангелом. Но тут как будто бы, может быть, задумка высших сил вам показать, что и такое, извините, некрасиво сказать, и такой мужчина может вам встретиться в жизни, да? И такие мужчины, в них можно влюбиться. А может быть, подсвечивают, почему вы на него залипли, на этого мужчину. Может быть, знаете, как запретный плод сладок, да? Настолько вы его там желали, настолько где-то что-то намечтали себе, да, и не готовы были вот смириться с его вот такой какой-то, ну, истинной сущностью, сущность потребителя, извините. Как будто высшие силы могут, вот тут карта ангела еще, подсвечивать. Мы тебя отвели от него. Мы тебе показали, что ты можешь любить, да, ты можешь любить, быть любима, но, может быть, выбор партнера не совсем, ну, правильный, не знаю, что такое правильный. Ну, для тебя не совсем он. Ой, тот, который приносит тебе, скажем так, гармонию, радость, тут, скорее всего, страдания вот принес этот выбор вам. Так, ангел, это о чем? Ну вот, смотрите, какая-то ситуация тут, вполне возможно, у вас было по этой карте огонь. У кого-то размолвка, у кого-то ревность, у кого-то прям вспышки. Наряду со страстью, вот, знаете, от любви до ненависти один шаг. Тут может быть, да, какая-то ситуация там прояснилась, и вы для себя осознали, что тут карта развилка. Кому-то надоело топтаться на этой развилке, ждать, пока мужчина там созреет, предложит вам что-либо, то, что вас устраивает, какие-то форматы. Может быть, у вас выбор был, карта развилка, вы посчитали нужным, что пора уже делать свой выбор в сторону, может быть, более здоровых взаимоотношений, или хотя бы пощадить себя, хотя бы передышку себе сделать какую-то. Ну, вот как-то так. Ангелы, это опять-таки же, говорю, как отводят вас, уводят. Где-то у меня тут карта вот скоробей, вот прям следующая. Где-то, может быть, даже лишний раз для того, чтобы осознать, что вы, вот, кстати, ваша карта следующая, карта скоробей, карта воительница. Но это все больше о защите собственных каких-то границ, для того, чтобы самой себе показать, в конце концов, сколько я могу где-то жертвить, где-то я могу быть, не могу быть, а стараюсь быть даже удобной. Собственную ценность осознать. И, может быть, осознав эту ценность, тогда и другой мужчина к вам притянется, да, какой-то. Ну, так, я бегу впереди паровоза, конечно, по поводу каких мужчин вы притягиваете. Ну, давайте посмотрим. Каких мужчин вы притягиваете и почему? Каких мужчин вы притягиваете? Почему вы их притягиваете? Каких мужчин вы притягиваете? Почему? Так, каких мужчин вы притягиваете? Почему? Так. Каких мужчин притягиваете? И почему вы их притягиваете? У меня в голове, кстати, такой юмор пограничный, черный и черный. Сейчас выйдет там, ну, я прикалываюсь, хотя почему нет? Это вы самых лучших притягиваете там какие-то качества моральные, да, плюс еще успешные. Мультимиллиардеров вы притягиваете. Но потом помарочка такая мелким, как это, мелким шрифтом написано: ну, я их не выбираю, они мне не интересны. Притягивать я их притягиваю. Так, каких мужчин вы притягиваете?
и почему. Подпишись на канал и поставь лайк. Возьму эротическую, дабы разрядить обстановочку. Каких мужчин вы притягиваете и почему вы их притягиваете? Так, и метафорически, каких мужчин вы притягиваете и почему? Начинаем. Каких мужчин вы притягиваете? Ой, сразу с порога. Мужчины, которые сами по себе проблемные. Черная кошечка, черная полоса. Может, мужчины, у которых жизнь какая-то, вот, знаете, не все спокойно, скажем так. Когда у них там тишь, благодать, вроде бы как бы не притягиваются они. Так, интересно. Сейчас. Притягиваете. На прямых шторм. Ну, девочки, все, что я вижу, я все это буду озвучивать. Так, смотрите, притягивайте вы мужчин, которых период жизни, повторюсь, еще какой-то. У кого-то материальные проблемы, у кого-то проблемы со здоровьем. Темная полоса. Может быть, нормальный, ресурсный мужчина в плане все нормально, но вот у него какая-то полоса в жизни такая начинается. И вот пересекаются ваши пути. Опять-таки, мужчина, тут карта нежная. Скорее всего, мужчины не нуждаются очень в этой нежности. Подозреваю, вы можете дать вот этот весь спектр эмоций. Это на этой карте изображена тут парочка лет 15 им, да, это самое первое вот зарождение вот этой чистой какой-то любви, нежности, привязанности, восхищения, обожания, вот это вот такое, оно все какое-то чуть ли не по-детски, ну, тут юношески. Ой, такое все искреннее, вот скажем так. Так вот мужчины вас это видят, и им очень этого бы хотелось. Может быть, даже где-то наполнение, где-то для того, чтобы быть более уверенным в себе. Не просто тут какой-то, ну, даже ничего не имею против секса, это все естественно и прекрасно, а прекрасный секс так вообще прекрасно. Но тут даже не о сексуальной стороне, а тут вот как будто бы вот им вот эта вот искренность ваша, какая-то вот, как, может быть, это ваше состояние вот внутри, как вы где-то как ребенок, большой ребенок, вы можете искренне радоваться, там, уж не знаю, бабочка какая-то, там, стрекоза пролетела, солнечные лучи, там, чашка ароматного кофе, в общем, запах травы после дождя. Вот такое элементарное, какие-то радуга в небе. Я же говорю, вот эту искренность какая-то. И они вот на это притягиваются, мужчины, на ваши вот эти вот эмоции. Опять-таки, мужчины, мы смотрим сейчас, какие мужчины. Каких мужчин вы притягиваете? Те, которые очень нуждаются в вот этой искренности, в нежности, в ласке, заботе. Мужчины, которые ищут карта, это корабль классных, тут без всяких подтекстов, каких-то классных эмоций, новых, свежих, ярких ощущений. Ищут, опять-таки, какие-то впечатления, знаете, для того, чтобы, может быть, забыться на время от какой-то серой, будничной, там, уж не знаю, жизни. У кого-то семейной, у кого-то... Семейная почему? Потому что тут рядом карта ограничений. Показано, что у мужчины, находясь в ограничениях каких-то, видите, тут связаны у мужчины и руки, и весь торс перевязан этими канатами. Но, по идее, при желании он мог бы, ну, разрулить, хоть частично он эти ограничения убрать. То есть у кого-то это реально он не свободен, наличие еще одной женщины. У кого-то это материальные какие-то ограничения, ну, не приведи Господи, физические там, ну, сами понимаете. Но при этом показано, они не хотят находиться в этих ограничениях. У кого-то, понятно, это как защитная реакция, там, может быть, даже позиция жертвы, да, где-то прикрываются, я не могу изменить ситуацию, хотя на самом деле могут при желании. Но у кого-то это реально какие-то объективные эти ограничения.
Так вот, находясь в этих ограничениях, они все равно, вот эти мужчины, они хотят вот этой яркости, изменения в лучшую сторону, не ждут этого. Это сочетание такое, вот эта нежность, влюбленность, яркость, и тут вот это вот улучшение, понятно, они ожидают улучшений, да, в своей жизни, как будто бы это все с вами связано, они понимают, это как порыв свежего воздуха, не знаю, такой вот, как это, ветер, да, в лицо, вот такое вот все какое-то яркое, свежее, новое, такое вот такого они хотят. Вот и мужчины, повторюсь, еще не свободны, у кого-то проиграется. При этом мне показано эгоистичные мужчины, которые привыкли получать желаемое. Вот видите, мужчина держит эту корону над головой, то есть где-то они даже осознают то, что они эгоисты, где-то, может, даже люди, ну, эти мужчины, осознают то, что они, допустим, не готовы чем-либо жертвовать. Мало того, что жертвовать, может быть, не готовы даже адекватно давать, ну, знаете, как взамен. Вот они от этого хотят, от вас, да, вот этих ярких эмоций, свежего чего-то нового в своей жизни, классных каких-то переживаний, может быть. А не факт карта эгоизм, может быть, даже считают, что они этого заслуживают априори. Может быть, что в ответ они ничего не обязаны давать. Вот так вот. Дальше карта самобичевания. Я сейчас спрошу, может быть, постфактум быть. Вот тут дальше, смотрите, карта самобичевания, талисманы, звезды и кармический узел. Так что прям не всех мужчин обзывать эгоистичными эгоистами. У многих в моменте, да, они могут как эгоисты себя вести, а потом, вот карта талисман, вполне возможно, пока вы с ними находитесь на пике вот этих эмоций, гормональных вот этих подъемов, карта талисман, может быть, у них желание творить. И дела в гору идут, и может и в бизнесе. Кто не свободен, может быть, и нормализуются взаимоотношения с семьей. Как будто бы вы им даже удачу приносите. Тут в денежном в плане энергетически наполняете их. В принципе, повторюсь, как вкус жизни у них появляется. Потом, если ваши дороги расходятся, карта звезда, это как отдаление, холод. Вот тогда может включаться уже постфактум, да, когда уже все, разошлись ваши пути дорожки, у кого-то может проигрываться вот это самобичевание. То есть, почему я так себя повел? Нужно было как-то, может быть, мягче. Может, не нужно было уже настолько, да, быть эгоистичным. Не буду говорить кем. Там, что мне стоило, там, лишний раз, там, может быть, раз в неделю цветы какие-нибудь подарить. Там, или вот элементарно лишний раз позвонить, узнать там что-то. Тут как будто бы даже какие-то мелочи, вам бы этого хватило, какого-то внимания. Но они понимают, что, вот, допустим, с уходом вас из их жизни, ну, яркость, по крайней мере, вот как и тут талисман, это все-таки удача. Удача, желание жить, как-то вот такое в них больше считывается. Как будто бы человек понимает, мужчина, карта узел, какой-то кармический узел, как завязывается. Может быть, карта звезда. Еще если на вас же вот там выходила сигнификация, где-то идет даже идеализация вас, может быть, и карта звезда тут, и кармический узел тут. Вы все равно для них непонятны, вы все равно остаетесь для них где-то загадкой. Но тут мне больше даже, знаете, как такое, как послевкусие. В моменте, может быть, эти мужчины вас не ценят. Ну, в полной мере даже не осознают, кем вы для них являетесь. И тут даже такой подтекст у них, извините, как будто бы запроса особо нет в моменте, вот особо там стараться и узнавать вас. А потом уже, когда проходит, да, уже какое-то разочарование, может быть, осознанность какая-то приходит. Тут по-другому чуть-чуть смотрят на вас, на ваши какие-то, может быть, на ваши действия, может быть, когда вы в союзе были. Тут такое есть. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, мужчины еще какие, смотрите, вот тут вот, повторюсь, 8 мечей, это ограничения. Повторюсь, у кого-то еще они объективные есть, реально, у кого-то можно эти ограничения, ну, разорвать, изменить что-то. Для многих и мужчин это удобно, знаете, как отмазка. Да?
Но тут у кого-то карта ответственность. Они действительно несут какую-то ответственность. Кто-то тут взвалил на себя, видите, какой-то человечек, камней много, булыжники, и тащит эту ответственность. И, может быть, говорит, я не могу разорвать кармический узел тут. Если не свободен, я вот должен нести уже ответственность за тех, за кого я взял, кому я что-то там обещал. При этом тут такие какие-то вот у него убеждения. То есть очень даже глупо где-то вам подсвечивают. Вот даже глупо надеяться на то, что, знаете, мужчина будет менять свою жизнь. Изначально, как будто бы он приходит, у него уже есть какая-то картинка. Вполне возможно, даже вам он как... Понятно, он там вас ценит за вот эту вот искренность, за какую-то, за эти какие-то эмоции. Может быть, с другими женщинами он этих эмоций не может получить. Какая-то радость жизни, вот такое-то появляется. Но тут кардинально, вот мне так показано, что вот он не готов особо что-то тут менять. И ответственность вполне возможно за вас особо не готов брать. И убеждения у него свои какие-то, он там на ваши какие-то, может быть, даже вопросы элементарные, тактичные даже, там, кем мы друг для друга являемся. Или элементарно там, какие эмоции ты ко мне испытываешь. Тут как будто бы у него где-то тут, видите, серая какая-то тут карты такие, тут серые булыжники, тут как прям гранитные камушки какие-то из этих убеждений. Будто бы не достучишься. Человек как закрыт. Вполне возможно, осознанно закрыт. Так, каких мужчин вы притягиваете? И при всем при этом, знаете, как будто бы вот он выбрал себе, этот человек, вот мужчина там, путь, дорогу, и он идет, особо как будто бы даже, как будто бы я не вижу, чтобы вы могли даже на это как-то повлиять. Но эгоизм, там тоже есть же эгоизм, но как-то так все вместе можно прочесть. При этом я так подозреваю, что если где-то вы стараетесь там, в моменте от него отстраниться, вот эти рамочки, границы, где-то показать свою значимость, для того, чтобы, знаете, сделать акцент, что я же тоже живой человек, мне нужно от тебя внимание, любовь, поддержка, уважение, защита. Я не прошу там каких-то звезд с небес. Я готова тебе давать вот это все. Но и ты мне тоже дай хоть человеческого тепла. Если вы так к нему обращаетесь, он может это все в моменте, знаете, вот так вот как-то, как это, ситуацию эту перекрутить, информацию эту, и может тут карта провокации, подвойки огня. И где-то даже может пытаться у вас как наказать вас даже за проявление вот этих вот типа каких-то требований, не требований. Ну, даже вот элементарно, ну, я вас понимаю, может, вам надоедает сидеть там в засаде, да, как запасной аэродром, и непонятно кем себя чувствовать, непонятные форматы. Как будто бы любые ваши какие-то прояснения ситуации может натолкнуть его. Я вижу тут какие-то у него, как будто бы он считает даже, если он поддастся на ваши какие-то эти, он считает это как провокация, да? Но в свою очередь он может как отзеркалить, и мне показано, что он может устроить провокацию вам. Где-то с кем-то флиртовать, на ревность вас вызывает, где-то яркую, начинать какую-то повышенную, даже какую-то яркую жизнь свою вести, тем самым показывать, у меня выбор там еще есть, смотри, ты не единственная, в принципе, да, можешь быть. Будто бы цель этого всего показать вам, что вы можете его потерять. То есть, и либо вот у него какие-то есть убеждения, ответственность, либо ты соглашаешься с тем форматом отношений, который я тебе могу предоставить, либо, дорогая, посмотри, тут святое место пусто не бывает. Тут очень много типа женщин, желающих занять твое место. Это как-то негласно, оно как-то между строк, вот это вот такое все. Тем самым мужчина показано устраивает вам вот эту карту шторм, эмоциональные качели. Тем самым подбивает у вас вот лишний раз эту вашу самооценочку, лишний раз эту почву под ногами, тем самым какие-то ваши простые какие-то даже не требования, это просто озвучь мне, скажи, кем я являюсь для тебя. Все это как-то он может этого всего избегать и тем самым еще боль вам причинять. Вот мне так идет, девочки. Ой, ваше, не ваше, как-то это все так. Дай бог, чтобы это было не ваше.
в моменте, когда он с вами там знакомится, притягивается к вам, он в состоянии не особо ресурсным, сразу говорю. А потом, может быть, даже коммуницируя, там где-то вы эту энергию вкладываете, мужчина может крылья расправить, прям почувствовать себя таким альфа-самцом. Ну, не все, но вероятность этого велика. Так, почему вы привлекаете такого рода, такого типа мужчин? Почему? Ой-ой-ой. Первая моя карта, смотрите, мужчина в данном случае, но это же мы смотрим на вас, транжирит, деньги разбрасывает. Я не буду в прямом смысле считывать, что вы тут разбрасываете финансы. Нет, это вы свою энергию, это вы свою там молодость, красоту, ресурсы свои вот так вот раздаете. Так, сейчас я размахалась руками. Сейчас. Щедрость ваша где-то щедрость, которая... Ой, ну не знаю даже, как это сказать. Щедрость, которая абсолютно не то, что нелогична, она не оправдана. Вот так вот. Где-то не хватает вам практичности, где-то здорового, не знаю, как это, здоровый цинизм бывает? Нет? Ну, вот мне похоже, что у вас это, его нужно взрастить в отношениях с людьми. Как будто бы нужно видеть картину мира более четче. Может быть, вы специально даже сами как-то его иллюзорно видите, эту картину мира, взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Об этом мне говорит вот эта карта. Эта карта называется «Окно в иной мир». То есть это... Почему я притягиваю таких мужчин? Потому что эта карта где-то, знаете... Женщина, которая верит в волшебство, опять-таки, у вас свой вот этот какой-то мир. Может быть, сказок много в детстве, может, перечитали, может быть, романтических каких-то, уж не знаю, книг, может, склад характера такой. Ну, вот тут все об этом. Опять-таки, почему притягиваете? Почему притягиваете? Вот эта вот карта, как женщина, коллектив женщин. У кого-то, мы же говорим, чем мужчин, почему вы их притягиваете, да? Может быть, вот это вот желание где-то, ну, где-то дать заботу, нежность, внимание, вот это вот все вот отдать сразу, все для того, чтобы мужчина сделал выбор в вашу сторону. Может быть, для того, чтобы больше не устраивал кастинги, не сравнивал вас с другими, для того, чтобы вы были в приоритете. Как будто бы вот это вот где-то желание, даже, извините, бежать впереди паровоза. Не обижайтесь. Когда влюблен, я понимаю, тут вообще не до вот этих вот высказываний, да, и не до фразы. Сейчас я вспомню. Это фраза, как между любыми людьми, ну, допустим, в нашем случае мужчиной и женщиной, 10 шагов, да, и каждый из нас должен преодолеть свои 5 шагов. Там преодолеваешь и ждешь. Если ты в ответ к тебе человек вообще никаких шагов не делает, то разворачиваешься и уходишь, и не тратишь свою энергию. Ни в коем случае не нужно делать этот 6-й, 7-й шаг, да, к человеку. Ну, как будто бы мы сами порождаем эгоистов, мы сами порождаем этих монстров. И потребительское отношение к себе. Вот этих вампиров мы сами поощряем. Вот тут такое может быть. Вы вполне возможно выбрали, остановили взгляд на каком-то мужчине, который интересен, как социально вкусный продукт. Может быть, уже там, уж не знаю, там, что у него там, не обязательно у него яхты, пароходы, но в принципе как такой уже состоявшийся где-то. И, соответственно, вот тут карта женщин, женский коллектив, тут как будто бы женщины на него обращают внимание. И он привык к этому, к обожанию. И вы можете, вот почему привлекаете, потому что вы стараетесь этому мужчине заменить всех этих женщин. Вы как будто бы показываете, я тебе могу и то дать, и то. Оцени меня, посмотри, какая классная. Может быть, вы на самом деле не может быть, а там по звезде 100% вы такая и есть. Но где-то это ваша слишком заинтересованность в том, чтобы этот мужчина в конце концов сделал выбор в сторону вас. И где-то отрешенность от мира. Все-таки по этой карте это где-то какое-то иллюзорное видение мира. В данном случае ситуация с этим мужчиной, с этими женщинами, с этим окружением.
Кто-то притягивает и желаемое за действительное, да, воспринимает. Кто-то, в принципе, повторюсь, смотрит этими влюбленными глазами на мужчину и не дает себе вообще отчета. Одно дело находиться с ним в любовных каких-то отношениях, другое дело, вы же хотите серьезных с ним отношений, там, допустим, брака, деток. Ну, так вот, совсем другое дело с этим человеком создавать семью. Он, в принципе, может быть, не совсем, ну, некрасиво скажу, пригоден для серьезных отношений. Такое тоже бывает, и женщины есть непригодные. Просто как будто бы нужно на это более критично посмотреть, на выбор партнера где-то. Так, почему притягиваете? Почему? Двойка жезлов. Кто-то готов, понятно, вслух он не скажет, женщина этого, я готова подождать, пока ты там разберешься с предыдущими своими отношениями. Ну, где-то вот ваш партнер может считывать, что она еще может подождать, пока я там определюсь. Может, какие-то там запасные варианты еще повзвешиваю. Тут как будто бы нет у него ощущения того, что там, если вы узнаете, что он там не свободен или еще кто-то там, есть такое непонятное у него отношение с этой женщиной, нет такого, как будто бы вы там скажете, да иди ты лесом куда-нибудь в эротические дали. Как определишься, если выберешь меня, приходи. Вот он этого не может от вас считать. Опять-таки притягиваете тем, что может быть как-то вот тут азартный риск. Вот где-то у кого-то какие-то, знаете, вот эти триггеры, да, болевые точечки, вот у вас сходятся, может быть, истории какие-то, незакрытые гештальты, да, в прошлом какие-то негативные. Вот что-то вас цепляет в этом мужчине, а ему, соответственно, вот тоже что-то как будто бы напоминает вас о его каких-то не совсем, может быть, законченных отношениях, может быть, болезненный тоже какой-то у него опыт был. Или как будто бы в прошлом, если он, допустим, там в юности был, допустим, влюблен в какую-то девушку, да, и они расстались там, или ничего не получилось, а вы тоже, вы можете вот чем-то, каким-то поведением, модель поведения, манерами какими-то, вот тут вот вы можете как совпадать. Ну, тут как больная зависимость. Азартный риск это приводит логично к этой какой-то зависимости. Но по факту показано, это все к тупику приводит, ни к чему хорошему. Это как такая зависимая больная любовь. Но этим тоже можете привлекать тем, что ему интересно, вот, может быть, ту историю, которую он там в юности не доиграл, вот тут с вами реализовать, вот чем-то напоминаете, цепляете, это у вас есть. Ну, не так показано. Так. Сейчас будем дальше читать. Почему вы привлекаете таких? Ну, тут карта говорящая о том, что зависть, ну, тут, скорее всего, женская зависть. Как будто бы наблюдение, одуванчик. Такие странные карты. Ну, я подозреваю, вы привлекательны, я подозреваю, вокруг вас очень много тут и наблюдения, и, значит, вы привыкли где-то быть в центре, ну, уж не знаю, софитов, да? Ну, яркая, наверное, женщина, красивая, привлекательная, то есть лакомый кусочек уже, и раз тут карта зависти, то есть, в принципе, женщины вам завидуют. Завидуют где-то, вот они считают карта одуванчик тут вот, как будто бы вы особо даже, им кажется, особо не прикладывая усилий, можете получать желаемое. Кто-то считает, что, допустим, у вас внешность какая-то такая, вы это типа эксплуатируете и получаете мужчину. Или заинтересовываете мужчину. У кого-то вот так вот. Ну, почему-то мне идет между строк, вот как будто бы женщины считают, в принципе, зависть присутствует у них, они за вами наблюдают, где-то, может, кто-то и копирует ваше какое-то поведение. Но они считают, что вы можете как-то легко относиться к жизни. И вот вы там в ожидании какого-то чуда, и им кажется, что вы, может быть, получаете желаемое. Почему-то так. Так, карта нерешительность. Опять-таки... Так, чем привлекаете мужчину? Готовы ждать. Опять мне выходят девочки. Тут вот эта карта похожа. И тут карта ожидания. Видите, котик сидит и смотрит,
Смотрит, пока хозяин придет. Ну, я не хотела бы так, конечно, чтобы это считывать. Ну, каждый из нас сам хозяин своей жизни. Но тут тоже такое может проиграться. И карта нерешительность. Знаете, притягивать еще этих мужчин тем, что с одной стороны карта одуванчик, какая-то легкость от вас, может восприятие мира, вы как большой ребенок, опять-таки умеете радоваться этому всему, это я озвучила. И тут опять-таки ожидание, готово ждать, пока он там одумается, решится, взвесит все. Ну, некоторые не готовы ждать, некоторые вообще не готовы ждать. При этом, может быть, когда вас там достанет уже какая-то ситуация, точки над «и» надо расставить, да, там может быть конфликт какой-то, выяснение отношений, то опять-таки вот, мужчины не видят с вашей стороны тут прям такого желания подойти там коромыслом по голове делать, долбануть, да, там что-то вот так как-то выяснять отношения, так или никаких там этих ультиматумов. Эти ультиматумы ни к чему хорошему не приводят, я вас к этому не призываю, но они все равно считывают, что карта нерешительность, то есть женщина готова ждать, потом даже если ситуация доходит до какого-то, ну, пика, да, такого, то все равно она сама может как будто успокоиться, или ей какую-то информацию ты дашь, она сама успокоится, и потом карта нерешительность, она все равно не решается, женщина, разорвать отношения до какого-то предела, до точки невозврата, все равно как будто бы ситуация не доходит. Но наряду с этим притягиваете еще почему внешне привлекательны, и тут карта стрелы ревности, стрелы любви. С одной стороны, вы можете ревновать, да, и где-то мужчин вы притягиваете тем, что вы показываете заинтересованность в нем. Опять-таки, где-то уязвимость вы можете такую какую-то показывать, как детскость, открытость, где-то вот такое, как чуть неприспособленность к этому миру, может быть, слишком искренне. Вот тут тоже такое. Где-то вы, за счет того, что привлекательно, может быть, вы являетесь этим тоже желаемым лакомым кусочком, то есть вас мужчина ревнует, то есть этим тоже притягиваете. А вообще тут основная карта, чем вы притягиваете, тем, что вы на самом деле умеете радоваться жизни. Танец жизни, радость жизни. Вот женщина, которая в вихре вот этом кружится, красивая, наполненная, тут энергетически наполненная женщина. Этим вы вкусно, этим вы притягиваете. Это основное. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.